Okay, let's go to the book of Ruth. Давайте же перейдем к книге Руфи. Now, the book of Judges is, for the most part, a terrible book, И книга Судей по большей части это ужасно. showing man's rebellion against God, Она описывает людей, которые бунтуют против Бога. but Ruth takes place during the time of the Judges. Но книга Руф, ее события происходят во времена как раз таки эпохи Судей. And it does show that there was a loyalty to God's covenant. И эта книга показывает, что все-таки были люди, которые хранили завет с Богом. И были верны этому завету. So in chapter 1, verse 1, when the judges ruled, И вот первая глава, первый стих. В те дни, когда управляли судьи. so this is like an addendum to the book of Ruth. Это как вот abandon? It's an addition. Это как так to the book of Judges. Yeah. Да, то есть это как такой бонус, добавка к книге Судей. Okay. Again, we don't know who wrote it. Possibly Samuel. И мы не знаем, кто написал книгу Руф, скорее всего, Самуил. Now he mentions at the end of the book we have the mention of David. И в конце книги Руф упомянут Давид. In the last verse of the book, В последнем стихе. Jesse begot David. И Иисей родил Давида. So whether this is probably before David became king. И по всей вероятности это случилось до того, как Давид стал царем. But if it was written by Samuel, it's possible he had anointed David king. Но это было написано во времена Самуила, и, возможно, он уже на тот момент помазал Давида в цари. David is actually anointed king 3 times, so. Ну, кстати, Давида вообще помазывали в цари 3 раза. The first time was Samuel, when David was just a lad. Первый раз помазал Давида в цари Самуил, когда тот был еще пастушком. Saul was still king. Саул был на тот момент все еще царем. David was just a young boy in the house of his father, and he was out taking care of the sheep. А Давид был еще просто мальчиком на побегушках там и пас овец. But Samuel knew that God had anointed David to be the king. Но Самуил знал, что Бог помазал Давида, чтобы тот был царем. Okay, the book gets its name from one of its main characters. И книга получила название от одного из главных ее персонажей. So she is the great-grandmother of David. Вот великая прабабушка Давида. And she is in the genealogy of Christ. И также Руф находится в родословии Иисуса. One of 4 women listed in Matthew 1. Одна из 4 женщин, перечисленных в Матфея 1 главе. There's only one other book of the Bible named after a woman. Есть только одна еще книга Библии, которая названа по имени женщины. Эстер. Esther, yes. Now what we see in this book is that even in time of great apostasy, there are still godly people. И что мы видим в этой книге, что даже во времена великого отступления есть благочестивые люди. So it's not correct to say everybody's doing it. И потому нельзя так говорить, неправильно говорить, все так делают, все так поступают. Children come and they say, "Oh, you should let me do this." Everyone is doing it.
Дети приходят к вам, говорят, ты должна или должен мне позволить это делать. Это все делают. That's not true. Ты говоришь, неправда. You're not doing it. Ты этого не делаешь. So we see here that even though there was great apostasy in the land, there were some who were not involved. Мы видим здесь, что даже несмотря на великое отступничество в этой земле, были люди, которые во всем этом разброде не участвовали. This story demonstrates that God will take care of people who are faithful to Him. И эта история показывает нам, что Бог позаботится о людях, которые верны Ему. Now, Ruth was a Gentile. Но Руфь вообще она язычница. And the book illustrates that God has a plan also for Gentiles. И эта книга показывает, что у Бога есть также планы для язычников. Okay. All right, key verses. Ключевые стихи. Chapter 1, verses 15 through 17. Глава 1, стихи 15 и 17. С 15 по 17. Okay, your sister-in-law has gone back to her people and her gods. Go after your sister-in-law. Наимини сказала Руфи, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Ruth said, don't urge me to leave you or turn back from following you. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. For where you go, I will go. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Where you lodge, I will lodge. И где ты будешь жить, там и я буду Your жить. people shall be my people, and your God my God. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Where you die, I will die, and there I will be buried. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. May the Lord do to me and worse, if anything but death parts you and me. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. There have been many weddings in which the woman recited these verses. Было много в этом мире свадебных церемоний, где женщины цитировали вот эти слова. Okay. Ну, где Ruth is saying this to her mother-in-law, but many women have promised this to the man that they married. И, Руфь это говорит сейчас своей свекрови, но многие женщины говорили эти слова мужчинам, за которых они выходили замуж. And then in chapter 3, И вот в 3 главе, verses 11 to 13, we have Boaz. в стихах с 11 по 13 мы видим Вооза. In 3 or 2? Chapter 3, Chapter 3, okay. yeah, verse 11. Глава 3. My daughter, do not fear, I will do for you whatever you ask. В стихах с 11 по 13 Вооз говорит, «Итак, дочь моя, не бойся, For all my people in the city know that you are a virtuous woman. я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». It's true that I'm a close relative, but there is a relative closer than I. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Remain this night, and when morning comes, Переночуй эту ночь. if he'll redeem you, good, let him redeem you. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть If he примет. does not wish to redeem you, then I will redeem you. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра. Принять, как в английском переведено, как искупить, выкупить. Да, то есть, в синодальном будет принять. So the story is undoubtedly familiar to you. И история, она, несомненно, знакома вам. But let's note some things here. Но давайте несколько заметок сделаем, кое-какие вещи отметим с вами. Okay, chapter 1, verse 1, there was a famine in the land. А в главе 2, стих 1, в первой главе, первом стихе сказано, что был голод в земле. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab. И
И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и с двумя сыновьями along with his wife and 2 sons. в Моав, на полях Моавитских. So there's a famine in the land. Undoubtedly, this is divine discipline from the Lord. Ну, голод в земле – это однозначно, несомненно, божественная дисциплина. And they would have discipline from the Lord because of their disobedience to the law of God. Ну и дисциплина, очевидно, пришла в их жизнь из-за их непослушания закону Божьему. But it says they went to Moab. Но сказано, что они пошли в Моав. Well, that seems innocent enough, but Moab had a very notorious background. Ну, кажется, вроде бы, ну, ничего такого особенного, все невинно звучит, но у Моава вообще такая очень примечательное прошлое. Moab came about because of the incest between Lot and his daughters. Ну, Моав, вот этот народ, это племя, появилось в результате кровосмешения Ноя с его дочерями. Лота с дочерями. And also Moab was a constant oppressor of Israel. Ну и Моав также был постоянным угнетателем Израиля. You can see this in Numbers 22 to 25. Мы видим это в числах 22 по 25 главу. Okay, we also saw this with the judge Ehud. Мы также видели это вот с вот этим судьей и ну, с одним из судьей Ehudом. Okay, so we have Elimelech. Ну и вот у нас здесь есть этот Эвимелех. Элимелех. Elimelech, it means God is king. Ну и буквально это значит то, что имя его значит, что Бог есть царь. His wife's name was Naomi, which means pleasant. И имя его жены Наимень, это значит, ну, как приятное. His 2 sons, Mahlon and Chilion. И 2 его сына это Махлон и Хилион. Mahlon means sick. Махлон значит больной. Chilion, pining. He's always wanting something else. Хилион это значит недовольный, всегда чего-то другого хочет. And I think that their names are also indicative of the fact that Israel was under a curse from God. Ну и также я думаю, что их имена нам как-то указывают на то, что Израиль под Божьим проклятием. According to Deuteronomy 28, Согласно Второзаконию 28 главе, these are being sick and pining as part of the curse. то вот эти вот такие вещи, как болезни и вот эта тоска или чахлость, это, ну, часть проклятия. Now it says that they went to the country of Moab, they remained there. И сказано дальше, что вот они отправились в Моав и остались там. Try to solve their problems by a geographical move. Пытались решить свои проблемы, перемещаясь в другое место. There is no geographical solution. Но You can't solve your problems by moving. да, то есть, но нету географического решения проблем. Вы не можете решить свои проблемы, просто переехав в другое место. Okay, so Elimelech died. Но вот Елимелех умер. She was left with her 2 sons. И вот осталась та женщина с вот с 2 сыновьями. Okay, and they took wives of the women of Moab. И они взяли себе жен из моавитянок. Problem right here. Уже здесь видим проблемку. They should not have done this according to the law. Согласно закону Божьему, они не должны были этого делать. Deuteronomy 23:3. Второзаконие 33:3.
An Ammonite or a Moabite shall not enter the assembly of the Lord. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. Второзаконие 23:3. One was named Orpah, which means stubborn. И одну из этих моавитянок звали Орфа, это значит упрямая. The other is Ruth, А вторую Руф. which meant companion or friendship. Ну, а Руф буквально значит дружба или, ну, как, ну да, как компаньонство или дружба, связь, да, дружелюбие. Да. Well, then these two sons died. Но вот умерли два сына. So now you have 3 widows. И теперь у нас на выходе 3 вдовы. Well, Naomi decides to return to Bethlehem. И Наимин решает вернуться в Вифлеем. For she heard that the Lord had visited his people in giving them bread. Потому что она услышала, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Bethlehem means the house of bread. А Вифлеем буквально значит дом хлеба. But they had left the house of bread because there was no bread. Но, тем не менее, они ушли из дома хлеба, потому что хлеба там не было. Now she hears that there is bread, so she's going to go home. Но теперь она услышала, что хлеб снова появился, и поэтому она возвращается домой. Now Naomi tells her 2 daughters-in-law, okay, you stay here and find husbands. И Наимин говорит двоим своим невесткам, ну, вы лучше останьтесь тут и найдите себе новых мужей. Because she's too old to have any more sons, and besides, these women wouldn't want to wait for the sons to grow up. Ну, и поскольку, во-первых, Наимин уже слишком стара, чтобы как бы рожать еще сыновей, ну, это даже если бы она захотела, то, ну, все равно, как бы это еще же время, пока эти сыновья вырастут, долго ждать. Well, Orpah said goodbye and went her way, and we never hear of her again. Орфа сказала «до свидания» и ушла, и мы больше о ней не слышим. But Ruth said, no, I'm going to stay with you. Но Руф сказала «нет, я останусь с тобой». And your God will be my God. И твой Бог будет моим Богом. And so she has now some understanding about the God of Israel. И теперь у нее вот появилось какое-то понимание о Боге Израиля. So in verse 19, the 2 of them went until they came to Bethlehem. И вот в стихе 19 шли они обе, доколе не пришли в Вифлеем. And all the city was excited. They said, is this Naomi? И когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, это Наимин. And she said, don't call me Naomi, which means pleasant. И она сказала им, не называйте меня Наиминью, Наимин значит приятная. Call me Mara, which means bitter. Называйте меня Марою, это значит, ну, горькая, обиженная. God has dealt very bitterly with me. Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. So now she's returned, И вот она вернулась, but she has great poverty. но они живут в великой бедности. Verse 21, I went out full. Стих 21. «Я вышел отсюда с достатком, The Lord has brought me home again empty. а возвратил меня Господь с пустыми руками». Well, she went out full in that she had a husband and 2 sons. Ну, с достатком она вышла в том смысле, что у нее был муж и 2 сыновей. But in reality, she went out because she was not full, she was hungry. Ну, в реальности она, конечно же, ушла не потому, что она была с достатком, а потому, что она голодала. Ну, все голодали. So it says that when they returned, it was at the beginning of the barley harvest. И вот сказано, что когда они вернулись, было начало сбора урожая, в начале жатвы ячменя. All right, now you have these 2 widow women. И вот у вас есть 2 женщины-вдовы. Okay, and
And they are in Bethlehem. И они живут в Вифлееме. And it said in chapter 2, verse 1, Naomi had an acquaintance of her husband, a man of great wealth of the family of Elimelech. His name was Boaz. В первом стихе 2 главы сказано, что у Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, ну, в английском богатый, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. And Ruth said, let me go to the field and glean heads of grain. We've got to have something to eat. И сказала Руфь моавитянка Наимине: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам. Да, ну потому что мы хотим что-то есть. Do you know what it means to glean? To glean the... To glean, yes. Да, что значит What do подбирать? you have there in verse 2? Let me go to the field and glean heads of grain. You're going to pick up the leftover. Pick up the leftover. Yeah. Yeah. According to the law, they would go out into the field and they would cut the grain. Согласно закону, жнецы должны были, ну вот они шли в поле и срезали, ну, колосья. But when the workers would come and pick the grain up from the ground, Но когда приходили вот работники и собирали сжатое, поднимали с some of земли, it might fall, что-то могло выпасть. or they wouldn't pick it all up in one place. Или они не могли все сразу как And бы according to загрести. the law, И согласно they had закону, to leave it. они должны были это оставить на земле. Also, they could not harvest the corners of the field. И также они не должны были пожинать на углах поля. So that they would cut, you see, but То есть вот это они пожинали, they weren't срезали. to cut the corners. Но углы срезать, ну, было нельзя. Пожинать нельзя было. So that the people who were poor could go out into the field and just pick up what had fallen. Чтобы бедные люди могли прийти на поле и поднять то, что упало, Now, obviously, чтобы то, что упало, не пропало. this would be a lot of work and you wouldn't get a lot of grain. Ну, и очевидно, там было много работы, и надо было пожать много колосьев. But if you are very poor, then Ну, you то есть- go do what you have to do. То есть было трудно, да, пособирать все эти колосья, но если вы бедный человек, то вы делаете то, что приходится делать. Вы будете это делать. So Ruth volunteers to go out and to do this work. И Руфь вызвалась пойти вот и поделать эту работу, пособирать, поподбирать, да, колосья. And in verse 3 it said, and she happened to come to the far part of the field belonging to Boaz. И вот в 3 стихе сказано: и случилось, It что та happened. часть поля принадлежала Воозу. Как-то вот вышло. I think that this is providence. Я думаю, что это провидение Божие. Совпадение? Не думаю. And Boaz came and said to the reapers, the Lord is be with you. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. And they answered, the Lord bless you. Они сказали ему: да благословит тебя Господь. And he looked out and said, who is this young woman? И он спрашивает: а чья это молодая женщина? Oh, she's the Moabite woman who came back with Naomi. А слуга представленный сказал, что это моавитянка, пришедшая с Наиминью. And she had asked permission to glean. И она попросила разрешения вот подбирать. So she came, she's continued from morning until now. In other words, she's been a hard worker. И вот она пришла, и вот с утра самого здесь находится, и до сего часа. И значит, ну, из этих слов, что она такая усердная труженица. And Boaz goes out to talk to her. Ну и Вооз подходит к ней поговорить. He says, don't go work in any other field. Он говорит: не ходи подбирать на другом поле. And Это есть в русском языке. Туда не ходи, сюда ходи. В чем мы смеемся? It's just it's a phrase from popular movie, like туда не ходи, сюда ходи.
Okay. He said, stay close by my young women. И он говорит, будь здесь с моими служанками. Let your eyes be on the field which they reap and go after them. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут. I have commanded the young men not to touch you. И ходи за ними, и вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Sometimes it was dangerous, particularly for an unmarried woman, to be out in the field. Ну, порой это было опасно для незамужней женщины находиться в поле. But Boaz gave warning, you don't touch her. Но Бооз всех строго предупредил, не прикасаться к ней. And he said, when you're thirsty, go to the vessels and drink what the young men have drawn. И сказал ему, что когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. You see, she is alone. И она одинока. But he is going to provide for her and provide also protection. Но он, мы видим, он стремится как-то о ней позаботиться, обеспечить и защитить ее. And Ruth is grateful. И Руф очень благодарна ему за это. You know, why have I found favor in your eyes? I'm a foreigner. Она пала на лице свое и вот говорит, чем снискала я в глазах твоих милость, ведь я же чужеземка. Verse 11, Boaz answered, И в стихе it's been 11 fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband. Мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего. So now she has a good reputation. То есть теперь мы видим у Руфи уже хорошая репутация. Verse 12, the Lord repay your work, and a full reward be given to you by the Lord God of Israel. И в 12 стихе, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израиля, Under whose wings you have come for refuge. к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылом. All right, so Boaz provides for Ruth. Ну и вот Бооз заботится, мы видим, о Руфе, He gives her a large measure of grain to take home. дает ей большое количество там, пшеницы, там, ну, колосьев много домой, ячменя точнее. Well, she went home and she told Naomi. И вот она пришла домой и рассказала все Наимине. Naomi said, А Наимень, мудрая женщина. Chapter 3, verse 3. Ага, говорит так, давай. 3 глава. Take a bath, Так, умойся, anoint yourself, помажься, put on your best dress, надень на себя лучшее платье go down to the threshing floor, и пойди на гумно. but don't make yourself known to the man until after he has finished eating and drinking. Но не показывайся ему, пока не закончит он есть и пить. But when he lies down, Но когда он ляжет спать, you notice where he is. знай место, где он ляжет. Go in and uncover his feet and lie down. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. And he'll tell you what to do. И он скажет тебе, что тебе делать. So she did. И она так и сделала. Well, the man went to sleep. He woke up. И вот мужчина заснул, Бооз, и проснулся. Discovers this woman. И обнаружил, что рядом женщина. He said, "Who are you?" И он спрашивает, It's obviously dark, no lights. ты кто? Ну, потому что чуть-чуть там темно и света нет. She said, "I'm Ruth." Она говорит, я Руф. You know what Ruth does? И знаете, что Руф делает She дальше? proposes marriage to him. Она делает Боозу предложение. Take your maidservant under your wing. Простри крыло твое на рабу твою. He's asking for his protection, his provision. Она просит его о защите и обеспечении. Она замуж просит. And she said, because you are a redeemer. Поскольку ты родственник, или, ну, буквально искупитель.
I'll do what you ask. И Ваус сказал, я сделаю то, что ты Everybody просишь, knows you're a virtuous woman. потому что все знают, что ты добродетельная женщина. And he said, I am a near kinsman, but somebody is closer than I am. И он говорит, что да, я близкий родственник, но есть родственник ближе меня. Okay, now there are certain requirements under the law Ну, и были определенные требования в законе, with regard to relatives. которые касались родственников. Now, the word translated, you have redeemer? No, What do you have? relative. Relative. We have a word here И у нас здесь вот есть слово, которое у нас переведено как родственник. that occurs actually 13 times in this text. Ну вот это in the book of Ruth. In the book of Ruth, Мы yeah. видим слово, которое вот вообще 13 раз встречается в книге Руth. 13 глава, да, 3 глава. Okay, we have the word goel. Вот есть вот это слово, да, goel. Okay. So, I don't know. Something like that. Как-то так. Now, this word is translated redeemer, И это слово переводится как искупитель. sometimes relative, Иногда переводится как родственник. but it means one who redeems, Но это буквально значит тот, кто искупает, тот, кто выкупает. or a close relative. Или близкий родственник. Так может перевести. Now, under the requirements for redemption in the law, И вот в законе одним из требований для искупления the closest relative was required to redeem somebody who was impoverished, ну, вот было требование закона, что ближайший родственник должен был выкупить and had to sell their property. того, кто оказался в бедности, был вынужден продать свое имущество. А если кто-то из родственников, Or if somebody died, либо если кто-то умирал в семье, the closest relative needed to buy their property. то ближайший родственник должен был купить их имущество. The point was you needed to keep things in the family. Да, то есть цель была именно такая, как ты сказал, Саша. Имущество должно было оставаться в семье. This is Leviticus 25. Это Левитам 25 глава. Ну вот с 25 стиха и далее. Also in Leviticus 25, И также в Левитам 25 главе, if a man died and he didn't have children, если муж умирает и не было в семье детей, then the closest male relative who was qualified should marry his widow. то ближайший из родственников мужчин, который соответствовал каким-то стандартам, он должен был жениться на вдове, взять ее замуж. We have two things here. One dealt with property, the other dealt with marriage. То есть здесь есть аж два аспекта. Да? Один связан с имуществом, второй связан с браком. So, for example, you have a piece of land, Например, у вас есть кусок имущества, кусок земли, but you are having financial difficulties, но у вас финансовые напряги, and you need to sell that land. и вам нужно продать эту землю. So you can sell it to your neighbor or to anybody. Вы можете продать ее своему соседу, вы можете продать ее кому угодно.
But according to the law, your nearest relative Но согласно закону, ближайший ваш родственник should redeem that land. должен искупить, выкупить эту землю. They should buy it back from the person you sold it to, Они должны были выкупить ее у того, кому вы ее продали, so that the land would remain in the family. чтобы земля осталась в семье. See, this would keep one tribe from getting very, very large or from getting very, very small. То есть это должно было предохранить от ситуации, когда какое-то колено становилось очень-очень большим, а какое-то, наоборот, становилось очень-очень маленьким. The law with regard to the marriage was more complicated. Закон, связанный с браком, был более сложный. If a man died Если мужчина without умирал children, без детей, then his brother, who was not married, то его неженатый брат was required to marry the widow. был обязан, да, это было требование, чтобы он женился на вдове. А если женатые все же? So, and if all of them are married, Then this would go to an uncle or a nephew. ну, тогда эта почетная обязанность переходила к дяде или к племяннику. До первого не жена. А вони ж не мали хіба двоє там трое жінок? So, did they had a polygamy at that time? Because some of them Well, seem- certainly it was practiced, but it was certainly not, it was forbidden under the law. Well, it was not forbidden, it was, well, it was not forbidden under the law. Ну, обычай такой был, и законом это не было, в принципе, запрещено, It was never commanded. но также никогда и не заповедовалось. The land that had belonged to that brother would stay in the family. И таким образом вот земля, принадлежавшая тому умершему, она оставалась в земле, в семье. But also, though, the family line would now be considered the dead brothers and not the living brother. Но и теперь вот дети, которые рождались от такого второго уже повторного брака, они считались детьми того умершего, а не живущего брата. Which gets to be rather complex here. Ну, из-за этого, конечно, там много сложностей. But we're not going to get into that today. We don't have time. Ну, мы в эти сложности не будем сегодня вникать, времени нет. All right. Now Boaz Ну вот, apparently has a brother мы видим, что у Бооза есть брат, who is closer to Naomi than he is. который ближе Наимин, чем он. And so Boaz says, well, he has first obligation. И Бооз говорит, ну, у него, в общем-то, это именно к нему первому такая ответственность, обязанность относится. Well, they went to court essentially. Ну и по сути они пришли в суд. Ворот. And he got his brother, whoever this other relative was. Ну и он вот привел с собой этого своего брата, или кем бы там ни был еще этот родственник. And he said, okay, here we have the situation. We have Naomi and we have Ruth. И вот он говорит, вот смотри, какая ситуация. У нас тут есть Наимин и есть Руфь. They're both widows. Обе вдовы. And you're the nearest relative to Naomi. И ты ближайший родственник Наимине. And there is a piece of property that belongs to Naomi that needs to be redeemed. И вот есть участок имущества, который принадлежит Наимине, и он должен быть выкуплен. But you also need to buy it from Ruth. Но также надо вместе с имуществом и Руфь тоже пакетом, так сказать, выкупить. So that the family name will be perpetuated. Чтобы продолжилось семейное имя, династия, чтобы продолжилась. Well, the man said in chapter 4, verse 6, I can't redeem it myself, or I'll ruin my own inheritance. Родственник сказал, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. So he's saying, I don't want to do it because it would not be to my financial advantage.
Ну, и этот родственник говорит, не хочу я это делать, потому что, мне это финансового какого-то прибытка не принесет. So it said to Boaz, you redeem it. Говорит Боазу, ты давай лучше ты искупи. Он же сперва сказал, что выкупает, да, потом когда уже про жену, то... So, first time he said, okay, I will get a property, but when Boaz told him about the Ruth, he said, oh no. So it's interesting, in verse 8 he said, buy it yourself, so he took off his sandal. И сказал тут родственник Боазу, купи себе. И снял сапог свой. This was one way of signing a contract. То есть вот таким способом, это был один из способов, как они подписывали договор. Oh yes, we have an agreement, here's his sandal. Вот у нас, мы договорились, вот мой сапог или сандалия. The idea is, how else would I get this man's sandal? Идея в том, что каким еще образом, я могу получить сандалию этого человека, если только мне добровольно ее не отдаст. Boaz said, you are witnesses. И Боаз сказал старейшинам, вот вы все свидетели. I have bought everything that was Naomi's and her 2 sons. Я покупаю у Наимини все то, что ей принадлежит, и обоим ее сыновьям. Not only that, I have acquired Ruth as my wife. Ну и также Руфь Моавитянку беру себе в жены. So, verse 13, Boaz took Ruth, she became his wife. И в 13 стихе сказано, взял Боаз Руфь, она сделалась его женой. And she got pregnant, had a son. Она забеременела, родила сына. Now Naomi is very happy because she has a grandchild. Ну и теперь Наимини счастлива очень, потому что внучок появился. They called his name Obed, which means servant. И вот сына Руфи назвали Овид, буквально это значит слуга. And he's the father of Jesse, the father of David. И он отец Иессея, отца Давидова.